В свое время я испугался третью GTA. Она мне всегда казалась очень унылой, мрачной и до жути хардкорной. И по сути, до сегодняшнего дня, до конца ее так и ни разу не прошел. Я предпочитал солнечный вайбовый Vice City с девчонками в бикини, ночными клубами и полетами на вертолетах. Мир Liberty City был полной его противоположностью, так еще и при всем при этом убийственно хардкорный, из-за чего мой неокрепший организм даже не стал пытаться дожимать эту игру до конца. Как вы понимаете, сегодняшний ролик будет для меня настоящим испытанием. Моя задача пройти все миссии, что есть на радаре, и увидеть наконец титры этой игры. Правда, с небольшим нюансом. Игру мы должны пройти без провалов миссий и смертей. Улетели в воду или нас упекли за решетку? Ничего страшного. По-мужски утираем слезки и начинаем игру с самого начала. Сегодня данный немногословный молодой человек в черной курточке должен любой ценой дойти до финиша и наказать Каталину за все ее проделки и выкрутасы, которые она нам исполняла еще со времен прохождения San Andreas без смертей. Еще важный момент. Игру я проходил на сборке GTA 3 Classic Edition, чтобы вкусить, так сказать, дух оригинала в максимально приближенном к исходнику варианте. Дефинитив накатывать не стал, потому не нравится. Так что поиграем в оригинальную с подмазанными губками старушенцию 2001 года рождения. Жалко, на днюху не успел ролик выпустить, вот буквально совсем недавно праздновали 24-летие легенды. С каждого динозавра, кто помнит релиз игры, прошу влупить по кнопке лайка в знак уважения легенде. Заварите себе пока вкусного чаю с крендельками, а я пока скажу пару слов о спонсоре сегодняшнего ролика. Если вы со мной знакомы давно и подписаны на этот канал, то вы прекрасно знаете, что за такие потные и хардкорные челленджи я просто так с дуру не хватаюсь, а всегда уделяю время четкому планированию и подготовке перед прохождением челленджа. Я предварительно закрепляю самые сложные и опасные элементы вне записи, чтобы уже на победной попытке показать свой максимум, стараясь не совершать глупые и нелепые ошибки. Ну а там уж как повезет. И дабы ускорить весь процесс тренировки и подготовки, я использую сервис XMod Hub, в котором собраны тысячи различных модификаций, улучшений и читов на одиночные игры, удобно представленные в едином лаунчере XMod. Лично я таким образом экономлю кучу времени, пролетая монотонные моменты игры на бессмертии, переходя к следующему хардкорному эпизоду, чтобы опыт закрепить. Но это лишь малая часть функционала, доступного в лаунчере XMod. В разделе «Популярные моды» вы можете найти бескрайнее множество полезных модификаций на ваши любимые игры, которые улучшат ваш игровой опыт. И даже если у вас вместо компика старенькая черепашка, вы прямо в лаунчере XMod сможете использовать функции по увеличению производительности игры и повышению количества FPS. Все очень удобно и безопасно, ведь сервис поддерживает функции резервного копирования для вашего же удобства и защиты ваших сохранений, конечно же. Ко всему прочему, лаунчер отлично совместим со Steam Deck, поэтому если вы из той самой золотой молодежи, я вам завидую. Библиотека лаунчера постоянно обновляется и предлагает вам все новые и новые функции, как для стареньких и уже культовых игр, так и для актуальных новинок, например, для Borderlands 4 или Silent Hill F. XMod — это более 5000 игр, для которых подобраны тысячи бесплатных тренеров и модов, доступных в одном удобном месте. Ссылочку на скачивание XMod я, конечно же, оставил в описании. Приятной вам игры. Наш главный герой повелся на громкие обещания Каталины об успешном успехе и огромных горах денег, поэтому согласился принять участие в ограблении банка Liberty. Успешно опустошив хранилище, наша банда сиганула через черный ход, но на повороте нас уже ждала пуля в пузо от Каталины. На этом наш первый и последний трай этого прохождения могли бы подойти к концу, но Клод чудесным образом выживает, и его приговаривают к тюремному заключению в городе Портленд. На зону нас везут вместе с каким-то старикашкой и нашим новым товарищем Восьмым Шаром. Откуда ни возьмись, на дорогу вылетает Хаммер картеля и выкидывает на мост взрывную батарейку. Бам! Как выяснилось, побег организовали не для нас, а для какого-то, судя по всему, важного колумбийского старичка. Мы с Лысым, понятное дело, не стали тупить, воспользовались ситуацией и посыпались в сторону его хат. С этого момента начинается наша бандитская жизнь в стенах штата Либерти-Сити. Но дабы лишний раз не переживать за свой забег, мой вам совет: почаще сохраняйтесь в домах. Игрушка старенькая, никаких еще автосохранений тогда и в помине не было, поэтому в любой момент игра может вылететь и вашим нервам просто конец. Берегите свои нервы и сохраняйтесь почаще.
Нужно вставать на ноги. Поначалу судьба нас приведет к нашему первому работодателю, хозяину местного ночного клуба Луиджи Гаттерелли. Не первый человек в городе, но и далеко не последний. Через него мы сможем нащупать ниточку главным авторитетом Портленда. Но пока нужно будет немного на него пошестерить. Первое поручение Луиджи объяснять и разбирать смысла особого нет. Пока все сводится к классической схеме «подай, принеси и девку ко мне привези». По-настоящему серьезные гангстерские дела начнутся с нашего знакомства с Джоуи Леоне, сына мафиозной семьи Сальватора Леоне. С этим почетным дядькой нам только предстоит познакомиться. Первым делом Джоуи попросит нас организовать последний обед для своего оппонента по криминальному миру из семьи Форелли, заминировав его тачку. Вам наверняка знакомы участники этой семьи, если вы хотя бы раз играли в неоновый и теплый Vice City. Так вот, от величия семьи Форелли тех лет не осталось и следа. Томми Версетти вместе с Карлом Джонсоном неплохо так подпортили этим ребятам жизнь, доведя их криминальный авторитет до отрицательных показателей. Семья еле сводит концы с концами и, ко всему прочему, еще и задолжала приличную сумму денег семье Леоне. Поэтому Джоуи ничего не стоит просто так завалить одного из их главных, чтобы проучить за неотданные бабки. Работка на самом деле не пыльная. Садимся в автомобиль и осторожно, никуда не торопясь, едем в рабочий квартал ее минировать. Главное здесь не помните машину. Времени вагон и маленькая тележка. Аккуратненько выезжаем, устанавливаем взрывчатку и паркуем ее обратно на парковочное место, отправляя бандюгана на воздух. Успешно выполнив поручение Джоуи, он нам подкинет работку посерьезнее. Нам придется впервые расчехлить пистолет и вальнуть из него барыгу Чанки Ли Чонга, который толкает запрещенку в Китай-городе. Ствол он нам, понятное дело, не даст, поэтому придется давить кого-то из триады, чтобы отобрать пушку. И раз уж зашла речь про бандосов, давайте сразу обрисую ситуацию по районам их обитания. Всего в тройке существует 7 бандитских группировок, которые впоследствии заняли разные районы 3 островов Либерти-Сити. С какими-то бандами мы будем заодно, какие-то будут нашими злейшими врагами. Причем стать таковыми могут тоже не сразу. Отношение некоторых группировок к нам будет меняться в зависимости от наших действий по ходу сюжета. Поэтому так или иначе важно знать, с чем мы имеем дело и где эти негодяи мутят свои грязные делишки. Давайте по каждому быстренько пробежимся. Начнем как раз с триад. Этих балбесов в синем можно бояться только в случае, если они на вас напрыгнули толпой. Они тусуются в районе Чайнатауна и большой угрозы для нас не представляют, потому как обладают билдом лоха с битой, либо же лоха с обычным пистолетом. Примерно схожая ситуация с их соседями, обитающими через квартал. Зовут они себя Диаблос и по факту тоже ничего из себя не представляют, кроме крутянского сталиона с огненным винилом, на который я в детстве просто пускал слюни. Вооружены только битами и ходят по району по одному. Затем идет итальянская мафия, на которую мы как раз сейчас и далее будем шестерить. Они обитают в правом верхнем углу Портленда, вокруг особняка Дона Сальватора. И пока мы с ними заодно, они нас не трогают. Но как только по сюжету наши отношения чуть-чуть подпортятся, они сразу упрутся в залупу и лишат Клода проходки на свою территорию. Так еще и начнут в нас стрелять из дробашей УЗИ, которыми они вооружены. А зная, как беспощадно дробаши ваншотят машины в этой игре, про посещение данной территории можно будет благополучно забыть. Семья Форелли держит только свой ресторанчик у Марка, даже по факту не принимают участие в криминальном мире Либерти-Сити, так что их просто вычеркиваем. Колумбийский картель, якудза, капюшоны и ярди уже тусуются во 2 и 3 городах и большой опасности для игрока не представляют. По крайней мере пока. Живут свою размеренную жизнь и стреляются между собой. У них также есть определенный район, в котором мы сможем встретить их рабочие авто и их самих, патрулирующих улицы. Картель из всей этой компашки выделяется больше всего. Под конец игры они станут нашими основными противниками, и забегая наперед скажу, что именно с ними нам придется воевать в финале. Знание районов их обитания по мере прохождения действительно важно на самом деле, поэтому примерно вот так это все выглядит. Ладно, давайте вернемся к миссии. Влетаем в Чайнатаун и давим одного балбеса в синей спецовке с пистолетом, из которого и решетим продавана запрещенкой. Для следующей миссии Джоуи советую вам взять коповский патрульный автомобиль, потому как он довольно прочный и его точно хватит, чтобы протаранить инкассаторский фургон, который нам предстоит украсть. Кстати, делюсь важным лайфхаком. Чтобы ваша машина не пропадала, паркуйте ее подальше от триггеров миссий и оставляйте дверь в салон открытой, то есть подальше сразу отбегайте, как только выйдете из нее. Не знаю, как это работает, но это работает, машина действительно остается на месте.
месте. Миссия довольно-таки конченая на самом деле, потому что главной опасностью здесь являются дяди полицейские, готовые сорваться и повязать нас, как только мы сядем в фургон. Меня сейчас арестуют точно. Чё так много копов? Еще и третья звезда приехала, офигеть. Нет, дядя коп! Нет, дядя полицейский! Поторопился. Да. Пару раз даже приходилось начинать сначала из-за этой миссии. Имейте в виду. Если действовать методично и грамотно, то лучше всего, как только фургон задымится, отъехать подальше и добежать к нему уже обратно пешком, чтобы копы чуть от фургона отъехали. Таким образом, шанс быть пойманным кратно уменьшается. Но советую все равно смотреть по сторонам, чтобы дядя майор не выскочил к вам из-за угла и не крепанул вас. Короче, все, ну это что? Ну что вот? Что вот? Ну что? Ну что? Ну не судьба, вот что. Что? А дальше остается только доехать до ангара. Наше преступное дело начинает постепенно набирать обороты, и уже в следующей миссии мы с вами познакомимся с Тони Сиприани, прокатив его немножко по городу. Он нам тоже даст пару миссий. Первая из них — большая стирка. Тут я вам советую заехать в амуницию и плотно затариться УЗИшкой патронов так на 600. Этого количества в принципе должно хватить до конца игры. Сейчас нам придется немного пострелять по 3 фургонам. Главное, вместе с ними не взорвитесь. Тут я вернулся к Джоуи и решил пройти миссию со скунсом в багажнике. Джоуи продолжает кошмарить семью Форелли, и на этот раз ему нужно утилизировать тачку с трупом Форельса в багажнике. Супер крайзанутая миссия на самом деле, поэтому чем раньше мы с ней разберемся, тем лучше. Наша задача на припаркованной Манане доехать через весь город к утилизатору машин, чтобы ее уничтожить. А мешать нам в этом будут, вполне очевидно, люди Форелли на быстрых сентинелах, которые раза в 2 быстрее этой дряхлой Мананы. Ой! Твари! Нападают! Намотайся, блядь, на столб! Да не... Да нет же. Блядь. Я, короче, здесь всегда хитрил. Приезжаю на машине и загораживаю проезд вот этой первой машине. А потом сажусь в ближайшую припаркованную тачку и переставляю ее прямо перед второй машиной Форелли. Теперь, воспользовавшись моментом, прыгаем в Манану и в момент их затупа правильно выруливаем на шоссе. Остается дело за малым. Без нервов, на опыте, ни в кого не врезаясь, пролетаем через весь город прямо к свалке, в надежде, что они не успеют нас нагнать. Вот так. Заодно, раз уж мы здесь, можем заглянуть в автосалон и хватануть себе Банши. В тройке это одна из самых мощных и маневренных тачек. Ее кайф в том, что она быстро стартует с места, легко вписывается в повороты и всегда тут припаркована на халяву. Это, как вы понимаете, ее главный козырь. Вот на ней как раз и поедем проходить первое задание таксофона. Вообще эти миссии не обязательные, но так как я решил закрыть все иконки на карте, обойти стороной эти телефоны я тоже не мог. Поэтому и про них вам тоже расскажу. На Банши эта гонка превращается в обычные покатушки по городу, поэтому сразу перейдем к следующей миссии. Смерть от мороженого. Казалось бы, чего может быть сложного в миссии, где надо просто украсть фургончик с мороженым и припарковать его в назначенном месте? Нет! 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 Ну почему? Ну почему он здесь стоит перевернутый? Почему? Какого черта? Просто вопрос. Почему? Как он здесь оказался перевернутый вообще? Я его не переворачивал, я его туда не парковал, он сам там оказался перевернутый. Сила рандома не щадит никого. Подобных приколов, на удивление, было немного. Хотя после моего опыта в GTA San Andreas в тройке я ждал просто феерию багов и рандома. Игрушка все-таки старенькая как-никак, и вполне очевидно, что подобным издевательством здесь будет пропитано просто все прохождение. Но то ли я схватил фортуну удачу за хвост, то ли схлопнулась временная петля рандома и несправедливости, но третья GTA-шка работала в разы отзывчивее и стабильнее, не подкидывая палки в колеса, как это делала San Andreas. Хоп.
Ну, взорвался разочек фургон, с кем не бывает. Быстро начинаем сначала, пролетаем на скорости все вышеперечисленные миссии и аккуратно отбираем фургончик с мороженым, после чего осторожно паркуем его в порту. Осталось лишь заманить балбесов привлекательной мелодией мороженщика и оформить бадабум. В последнем поручении Джоуи нам предстоит ограбить банк. Правда, лишь в роли водителя. Постреляться и посуетить нам не дадут. Так что я решил действовать по канону. Заберу ребят на такси. Всего к нам в тачку запрыгнет 3 друга Джоуи. И за каждого выжившего после налета друга мы получим награду по 10 тысяч долларов. Так что в наших интересах, чтобы выжили все. Обязательно паркуемся по направлению к этому коридору. И как только банда выскочит из банка, давим по газам в его сторону, чтобы на скорости схватить звезду. Так мы сбросим с хвоста вертолет. И нам будет проще зарулить в пейнт-спрей на перекраску. Ну а там останется дело за малым. Все, что связано с полицией в этой игре, автоматически переходит в состояние опасно. Поэтому лучше тут бдительность не теряйте и всегда пользуйтесь покраской. Только стоит помнить, что служебное авто покрасить не получится. Для работников покраски это слишком горячо. Ну вы знаете, наверное. Поехали поможем Тони Сиприани. Черт, безумно хочется сказать сопрано, вот прям еле сдерживаюсь. Миссия под названием «Мзда», что бы это ни значило. Первая серьезная перестрелка, которая с легкостью может отправить нас в начало игры. Машину лучше оставить с этой стороны, чтобы она не пропала, и затем подбегаем за кейсом с деньгами. Как только мы его подберем, нас со всех сторон окружат солдаты триады, и тут главное действовать быстро. Делаем рывок к центральному проходу и с узишки всандаливаем очередь по парнишке. Далее, как Джон Уик, разворачиваемся, добиваем 2 сбитыми и после перезарядки еще 2 последних с пистолетами. Пробиваемся через грузовик и добиваем последнего. Так как понимание перезарядка у разработчиков появилось только к релизу 4-й части, перезаряжаться приходится сменой пушки вперед-назад. Так было и в тройке, и в Vice City, и даже в San Andreas, по-моему. Но нигде не важна перезарядка так, как тут в тройке. По ощущениям, тут самый высокий ТТК, поэтому ни в коем случае нельзя давать противникам нас окружить на перезарядке, когда закончатся патроны. Это будет просто фатальная ошибка. Клод тем временем уже нифига себе какой бандитский авторитет. Сейчас поедем знакомиться с боссом итальянской мафии Сальваторе Леоне. Но для начала заедем на лимузине за Джоуи, Луиджи, а затем и за нашим пузатым другом Тони Сиприано. Правда, заезжать важно с этой стороны, чтобы сразу рвануть в сторону особняка Дона. Миссия больше душная, чем сложная, надо в горочку правильно подгазануть и на скорости влететь в щель проезда, что получается сделать далеко не всегда. Приветствую. Ух ты ж. Подкинула парнишку. Плохо дело. Задолбала нахрен. Сегодня как-то неудачно вообще. Задолбала нахрен. Задолбали черти, мрази. Просто застопили меня. Если все сделать четко, мы наконец познакомимся с Сальваторе Леоне, и он нам тоже подкинет пару делишек. Например, провести и забрать его молоденькую деваху с клуба и проследить на машине за одним крысенышем. Кстати, тут можно схитрить, приехав к клубу на такси. Вот здесь гарантированно припарковано такси, садимся в него и паркуемся возле клуба. Тогда Кудрявый Боб собственноручно сядет к нам на пассажирское и избавит нас от мучительно долгого преследования его машины до гавани, выдерживая вот эту бесячую полоску триггера. Если у вас все получилось, мы увидим, как Кудрявый Боб встретится с крысой Каталиной и ее напарником Мигелем, представителем колумбийского картеля. Именно эти двое стоят за всем наркобизнесом, связанным со спанком. Фух, вот это мы удачно пошпионили. Мега важную инфу собрали. Что-то под колеса, что ли, попало? Ну ладно. К слову, мы довольно близки к развязке первого острова. Осталось выполнить пару заданий Тони Сиприани, Луиджи и зафиналить всю эту историю в первом городе, выполнив пару поручений на Дона Сальваторе. Тони в письме оставит нам заказ на убийство 3 боссов из триады. За его кафешкой обязательно снаряжаемся броником и калашом и по шустрику всех 3 вырубаем. Сначала в промзоне, потом Китай-город и под конец у гаража. Кстати, мы же не закончили еще с телефоном. Испытание огнем — это скорее миссия ознакомления
ознакомительно фановая, чтобы показать игроку режим буйства, где можно много стрелять и убивать. Но даже тут можно фидануть, так что будьте осторожны. А вот следующая миссия в русской локализации звучит довольно нецензурно. Версия большой и жизнерадостной от Гугла мне нравится больше. Правда, не знаю, как это относится к миссии. На деле, гумозное и отвратительное ей бы подошло больше. Наша задача по следу из разбросанных журналов с голыми титями доехать до точки в порту, где мы завалим воришку и вернем журналы на место. Главная сложность миссии — ограничение по времени, которого тут просто катастрофически мало. К тому же, собирать журналы мы будем на дряхлом фургоне, который супер неустойчив и так и норовит перевернуться. Но ваш покорный слуга нашел решение по упрощению этой миссии. Хотя прям упрощением это тоже не назовешь, разве что с натяжкой. В любом случае, это риск. Короче, чтобы не ехать длинный маршрут через весь город по кривому и опасному ландшафту, можно на этом перекрестке резко дернуть руля влево и по этой дороге долететь сразу в порт, существенно сокращая маршрут. Но тут очень важно правильно подсчитать секунды на маневр. Если у вас не удалось грамотно и четко доехать до этого перекрестка и вы потеряли время где-то в начале, вам может просто физически не хватить времени на то, чтобы доехать до порта. По моим подсчетам, исполнять такой пируэт стоит только в случае, если у вас на таймере не меньше 15 секунд. В остальном случае лучше ехать по обычному пути. Метод опасный и коварный. Как лучше поступить и решать, конечно, вам. В любом случае остается верить и надеяться только на себя и свой скилл. Ну и на толику удачи. Ведь никто не отменял неудачный спавн трафика, который может помешать вписаться в поворот и вынудить вас начать этот челлендж сначала. Это, собственно, последний телефон в первом городе. Самый потный. Пора закрыть Луиджи. А сатанелый сутенер катается по району. Его надо убить. Изи. Главное, помните, что у него в руках дедовская двустволка, а дробаши в этой игре ваншотят тачки. Следующая миссия Луиджи — вечеринка у копов. Чисто развлекуха. Катаемся по городу на машине и цепляем по пути девочек на вечеринку в полицейский участок. Миссия несложная, таймера тут хватит на 2 круга таких девочек, поэтому погнали дальше. У нас остается последнее поручение Тони Сиприани. Взорвать фабрику Триад. Берем мусоровоз и по тоннелю катимся к рыбному заводу. Будьте осторожны, мы снова ограничены во времени и ко всему прочему заминированы. Поэтому любое лишнее столкновение может отправить нас на воздух. По лесу и тротуарам аккуратненько добираемся до фабрики, завозим между бочек, активируем бомбу и сваливаем. В целом несложно. Вот мы и подобрались к последней миссии на первом острове. Если коротко, Сальватора достали ребята из колумбийского картеля, имеющие огромные прибыли с продажи спанка в городе. Поэтому он нам поручает взорвать их склады и корабль в порту, на котором они все это добро ввозят в страну. Берем с собой бильярдный шарик, с которым мы прибыли в город, и занимаем позицию на крыше. Ну, ебаны, блядь, давайте сюда, блядь. Бам, блядь. Второй, бам. Симпл, я тебя люблю, нахуй пошел отсюда. Эпичная пробежечка с корабля и бах! Склад у кранты. Представляете, вот лет 20 назад эта кат-сцена просто поражала своей кинематографичностью и эпичностью, а сейчас... Ай, жесть, время летит. На этом наши миссии в первом городе подходят к концу. Остается лишь забрать награду у Сальватора за выполненную работу. Ну и давайте пока едем, хоть радио послушаем. Так, это не то... Хорошо, но сейчас за АП прилетит. You're on Chatterbox. Oh. Hello, is that Laszlo? Так, подожди, стоп, вот так сделаем. Ой, прости, я Мария, знаешь, Мария, как мама Мия, но немножко по-другому. У меня серьезные проблемы. Понимаешь, в общем, я знаю одного парня, и вначале он был добр ко мне, был настоящим джентльменом, хоть и несколько староват. Вел себя он со мной очень хорошо, и когда все пошло не так, я нашла другого, очень привлекательного, но он неразговорчивый, и я не могу понять, нравлюсь ли я ему. И вообще, скажи, как понять, нравишься ли ты парню или нет? Как вы это показываете? Он хорошо со мной обходится, но мне кажется, что я его совсем не интересую. Он всегда работает и зависает с парнями. Ну и ты же не думаешь, что он такой же, как ты, да? В смысле? Он тоже на радио работает? Так, подожди, стоп, Машка? Та самая девка Сальватора, которую возил до клуба и домой, оказывается, меня втюхалась? Во дела. Очевидно, Сальваторе узнал про этот эфир и заточил на Клода зуб.
Иди, говорит, на последнее дело, тачку перегони до утилизатора. Вот эту манящую фальшивку во дворе. С каждого по лайку, кто в детстве на радостях прыгал в нее и подрывался. О том, что это подлянка, нам сообщит на пейджер сама Мария, которая послала нахрен пердящего по духа деда и решила уплыть за мечтой во второй остров, к Асуке Касен, и пригласила нас с собой. Асука тоже не рада влиянию, которое оказывает Сальваторе на Либерти-Сити, поэтому в качестве проверки нас как солдата поручает его прикончить. Аккуратно приезжаем к клубу, паркуем тачку во дворе и поднимаемся на крышу с отличным обзором на клуб, откуда скоро выйдет Дон Мафии. О, смотрите, отсылка на славных парней. Щелк! С этого момента вот эта зона в первом городе для нас становится неиграбельной. Находиться здесь я вам категорически запрещаю. Имейте в виду, приду проверю. По ходу сюжета нас несколько раз попытаются туда затащить, и каждый раз мы будем по-разному ухищряться, объезжая это место стороной. Теперь в ближайшее время мы будем ходить под Асукой. Именно она нас пропихнет вперед во втором городе. А пока давай сохранимся перед следующей главой. Начнем изучение второго острова с миссии телефона. Они тут довольно тягомотные, поэтому лучше с ними побыстрее закончить. Первая миссия — гонка. Возьмите машину побыстрее и встаем на старт. Кстати, тут, как и в первом городе, мы всегда можем взять быструю, шуструю и маневренную Банши прямо рядом с домом Асуки. На ней в этой гонке проблем быть не должно. Сколько бы я ни проходил эту миссию, все никак не получается определить закономерность спавна этих чекпоинтов. Так и не понял, рандомно они спавнятся или нет. В любом случае, тут все довольно просто. Следующая миссия — Рейд Сузи. Убийственно скучная миссия, на которой можно просто уснуть, пока едешь из второго города в первый на этом дедовском драндулете. Мрак. Не забывайте, что теперь все банды к нам немного негативно настроены, поэтому желательно весь остров объехать по краю и зарулить на район Диаблос. Тут нам предстоит подавить десяток Диабло-бандосов с битами. А теперь обратно на этой развалюхе катим на второй остров. Жуть. Следом идет не менее душная миссия с поиском 3 машин бандитских группировок. Нам нужна тачка якудзы, итальянской мафии и данный моднявый аппарат с огненным винилом, на котором рассекают бедолаги Диаблос. С тачкой якудзы проблем нету, ее можно в любой момент свистнуть под окнами у Асуки. А вот за тачкой итальянской мафии и Диаблос придется пробиваться с силой, как вы понимаете. Благо, весь район мафии можно объехать по газону за домом и приехать прямо к особняку уже покойного Сальваторе, прыгнуть в Сентинел и укатить во второй город. Ну и тачка Диаблос также спавнится в районе их обитания. Будьте аккуратны и не мешкайте, а то они хоть и сбитыми, но их довольно много, могут и запинать. На последнюю миссию обязательно прыгаем в быструю машину. Нам устроят облаву и поставят на таймер в 1,5 минуты, чтобы доехать до точки, где нам устроят еще одну облаву сумасшедшие нарики. Выезжаем отсюда на машине и объезжаем весь двор по левой стороне к этой лестнице. Забираемся вот на эту крышу и перепрыгиваем на другую сторону. Тут мы сможем найти М16 и бронежилет. М-ка тут по эффективности примерно как М60 из Vice City, то есть это буквально оружие массового поражения. Поэтому тратить ее лучше с умом, особенно на первых порах, пока мы ее просто так купить не сможем. Занимаем позицию на краю здания и расстреливаем наркоманов и их фургоны, откуда они без остановки спавнятся. Изи! Так, я вас поздравляю, с телефонами закончили. Теперь можем помочь Асуке. Что-то я перебрал. Опа. Блять, ну это какой-то... Это шутка юмора какая-то сейчас была, или что? Ой. Ой-ой-ой-ой. Какой ужас. Нет. Нет, ну чтобы вот так... Нет, ну это вообще, это разве такое бывает? Чтобы вот так вот... Нет, такого я не видел, кстати, ни разу. Такое было, да? Вы считаете, что такое бывает? Я думал, такое не случится никогда вообще. Это пока один из лучших моих провалов, как бы это смешно ни звучало. Под контролем.
После нашего покушения на Сальватора на нас открыли слежку, и теперь нам предстоит нейтрализовать мафиозных шпионов. Миссия на самом деле несложная, но важно плотно затариться в местной амуниции. Особенно важно взять снайперскую винтовку и патронов к ней побольше. Деньги можете не жалеть, но и не перебарщивайте, нам еще понадобится 500к зеленых тугриков для финала. Раза 2-3 туда-сюда сбегайте и можем отправляться убивать негодяев и подлецов. Равняемся с целью и со снайперки вырубаем первого. Его будет немного плохо видно, но стрелочка над его башкой очень грамотно выдаст его местоположение. Поэтому прошить его через листву не составит труда. Следующий засели в фургоне. И последние тусят на балконах напротив казино. С купленной снайперской винтовки щелкаем бойцов на балконах. Всего там на разных этажах засело около 6 человек. Ну, в смысле, около прям 6. С 5 из них на землю дропнется М-ка. Как я уже говорил, М-ка тут ну просто мега имбовая, поэтому не поленитесь и сбегайте ее подберите. С последнего М-ка дропается редко, так что забейте. После этой миссии нам откроются миссии брата Асуки Кенджи, как раз владельца этого казино. Миссии у него немного душноватые, да и сам он ферзь тот еще, но пройти надо. Для начала нам нужно освободить его товарища Канбу. Это один из важных шишек якутс, и его запекли на нары, так сказать. Поэтому нужно выработать железобетонный план по его спасению. Воруем около полицейского участка патрульную машину, вот тут если что, и едем ее минировать. После чего приезжаем обратно к участку и паркуем ее у стены здания. Активируем бомбу, прыгаем в другую патрульку и ждем, пока случится бум. Выезжаем через калитку, заодно по пути хватая звезду и уезжаем отсюда. Ой, вписался хорошо. Тут оставлю. Вы чё, ублюдки, делаете? Вы чё, мрази поганые? Вы чё и... Да брось его, не спас... Никогда такого не было, и вот опять. В следующий раз прыгаем в минивенчик, но так, чтобы этого балбеса не сбили легавые, и закатываем тачку в перекраску. Только и всего. Следующая миссия называется одноименным названием «Великий автоугонщик». Тут все просто. Необходимо провести 3 машины в гараж. Все. Договор. В этой миссии предстоит стыбзить тачку Ярди. Кто подзабыл, это вот такие вот парнишки. Они обитают вот тут. Минутка забавного факта. Именно их машина первая во всей серии получила гидравлику, чтобы можно было вот так попрыгать, поскакать. Забираем напарника и едем навстречу. Главное, ни в коем случае не выходите из машины до кат-сцены. Я так в моменте опростоволосился, пришлось начинать сначала. Только когда сделка полноценно совершилась, выходим и расстреливаем из М-ки эти пикапы. Забираем кейс и все. Все довольно просто на самом деле. Далее схема. Это типовое задание из разряда классического для мафии сбора денег с небольших ресторанчиков за крышу. Только вот последнее заведение грабанули, и мужичок, обсирая нас последними чмырями и абсосами, платить наотрез отказывается, пока мы не вернем украденные деньги. Ограбление — дело рук пуэрториканцев из Диаблос, так что прыгаем в тачку и снова двигаем к ним на район разбираться. Они вон, видимо, шиканули на украденные деньги, узишки себе даже прикупили, но это им не поможет. Последнюю миссию Кензи можно случайно пропустить, если пойти по другой сюжетной ветке, где нам его придется завалить. В таком случае, как вы понимаете, миссия разъяснения больше не появится. Так что лучше пройдем эту миссию сейчас, пока еще можно. По правде говоря, задание довольно-таки рандомное. Наша задача — убить 8 ярди, торгующих дурью, которые в случайном порядке появляются на карте второго острова. Вооружены кто чем, в основном УЗИ. И убивать их можно как вашей душе угодно. Задавить или пристрелить — уже вам решать. Самое главное — ехать к самым ближайшим сразу, а не тратить время на то, чтобы закрыть дальних. Убив одного, появляются новые, и так от одного к другому. Ехать за дальними никакого резона нет. Пока вы будете ехать, вся ваша компашка уже свалит, и миссия будет провалена. Для победы достаточно 8 ярди. Так что убиваем 8 и чилим. Пора познакомиться с нашим новым работодателем, Рэем Мачовски.
Только для начала, дабы не расстраивать нашу кошку-девочку Асуку, выполним 2 ее поручения. Прощай, папарацци, все элементарно. Прыгаем в полицейский катер, чих-пых-пых и готово. А следующая миссия как раз и познакомит нас с детективом Рэем. Нужно будет просто взять деньги у Асуки и привезти их ему в центральный парк. Правда, окольными путями через 23 телефона и ограниченный таймер. Вот его миссии — это самый конченый пипец, что есть в игре. Обязательно перед каждой миссией обновляйте себе бронежилет и можете сохраняться на всякий случай. Конец стукача. В общем-то, Рэй — так называемый двойной агент. Он и на правительство батрачит, и с якудзами чей гоняет. А его напарник МакКефри скрысил и начал трепаться о делах Рэя. Наша задача, что очевидно из названия миссии, оформить ему конец. Для этого Рэй нам даст парочку гранат, чтобы наверняка. Чтобы чуть упростить миссию, паркуем на выезде гаража свою машину и подходим к окошку. Обратите внимание, на асфальте есть 3 небольших выступа. Нам надо на 3-й, вот этот дальний. Встаем прямо на него и, задержав кнопку броска почти на максимум, швыряем. Как только квартира загорится, МакКефри попытается выехать из гаража. Достаем М-ку и влупливаем прямо в него очередь. Вот и весь стукач. Рука помощи. Тут мы познакомимся с одноруким Филом Кэссиди, которого нужно прикрыть от картеля. Закупаемся пушками, занимаем позицию и начинаем отстрел. М-ку можете не жалеть, все равно сейчас купим еще. Главное успеть правильно запрыгнуть по ящикам на контейнеры. В GTA 3, к слову, так же как и в Vice City, интересная механика прыжков. Игра буквально запоминает все ваши движения и при одиночном нажатии на кнопку прыжка делает его по направлению вашего последнего движения. Условно, если вы тыкнули шаг влево перед самим прыжком и затем нажмете отдельно на прыжок, Клод прыгнет влево. Нажмете назад, а потом прыжок, сделает прыжок назад. Так было в Vice City и также тут. Компьютер — совершенный механизм, стоит понимать, поэтому это важно учитывать при запрыгивании на разные поверхности. Выравнивайтесь как вам надо, нажимаете направление, а потом прыжок, чтобы случайно не улететь в воду или куда-нибудь еще не свалиться. После победы, кстати, уверенно затариваемся оружием у Фила. Можете смело 2-3 комплекта затарить, денег у нас будет предостаточно под конец игры, зато теперь сможем свободно использовать в бою М-ку и ничего не бояться. Для следующей миссии важно обновить вашу машину на что-то побыстрее и более целое. Сейчас будем гнаться за уликами. Тут прикол. Врезаешься в заднюю часть багажника, вылетает улика. Мы сразу по тормозам. И так 5 раз. Ну а после можем машину взрывать. Миссия выполнена. Звучит довольно просто, но рандомные маршруты сумасшедшие копы, которые будут явно не рады нашему покушению, сделают свое дело, уж поверьте. Будьте бдительны и быстро заберите все улики. Также важно, чтобы его машина не перевернулась. У меня такого ни разу не было, показать не могу, но будет плохо, это точно. Кстати, уничтожаем мы фотографии Дональда Лава, пожирающего трупы в морге. Ну так, на минуточку. На него мы совсем скоро тоже будем работать. Ходит теория, что через этого персонажа Рокстары высмеивали другого Дональда, который сейчас в Белом доме сидит. Ну, кстати, чем-то отдаленно похож. Текс, что там дальше? Точняк, рыбалка. Ну, тут тоже по большому счету все просто. Садимся в катер, пив-пав, ой-ой-ой, вот и помер рыбачок. Он, конечно, попытается сопротивляться, выкидывая бочки с тротилом, но если среагировать, то нам это никак не помешает. Его быстренько взорвать и урулить из первого города обратно во второй. Ой, сейчас подожди-ка. Воскресший свидетель. Пули и взрыв не смогли заставить молчать Леона МакКефри. Теперь он говорит, и его цель Рэй Мачовский. Да ну на! Каким-то чудом сливший информацию снич МакКефри выжил после подрыва автомобиля и сейчас находится в больничке. Рэй, ругаясь матюками, просит нас с ним покончить раз и навсегда, иначе все, что он тут натворил, всплывет на поверхность. И его упекут кукурузу охранять где-нибудь под Камбоджей. Вот эта миссия довольно сложная, кстати. Важно сообразить, как правильно сыграть. Я обычно издалека с РПГшечки сносил фейковую карету скорой помощи, а потом подъезжал к настоящей и с УЗИшки ее расстреливал, пока не выпадет замотанный, перемотанный Тутанхамон, которого вот так на полной скорости. Мяу! Главное делать все быстро, пока он по прямой не успел зарулить в полицейский участок и миссия не провалилась. На этом пока Рэй от нас отстанет, но зато на радаре появится Дональд Лав, которому нужна наша помощь. И вот еще миссия Асуки появится. Обязательно М-ка нужна на этой миссии. Приезжаем на точку, берем в руки М-ку, смотрим кат-сцену и взрываем чувака. Все.
Первая миссия Дональда Лава — Спаситель. Надо спасти старого азиата из лап картеля. Хватаем пикап картеля со стройки и едем на метку. Перестреливаем картель, аккуратно проверяем каждый бокс и находим азиата. Ну а там уже дело за малым. Довозим его до точки и все. Миссия выполнена. Время Кензи подошло к концу. Сейчас будем его шлепать. Дональд Лав решил развязать войну банд, чтобы сбросить цены на недвижку. И вправду есть что-то общее. На том же пикапе картеля едем на парковку, где сейчас происходит сделка Якутс, на которой присутствует Кензи. Поднимаемся выше на один этаж, достаем РПГ и, сверяясь по метке, шмаляем пару ракет в потолок. Если видите эту надпись, все пучком. Выезжаем на крышу и эпично вылетаем с парковки. Следующая миссия — груз в океане. Кладмен-мудак сбросил товар прямо в океан, придется на лодке его подбирать. Едем на причал Касуки, садимся на катер и плывем по координатам на точку. С самолета упадут 5 пакетов, за каждый мы получим по звезде розыска, что в совокупности эквивалентно 5-звездочному уровню розыска. Переводя на простой язык, нам кранты. Как только подберем все, сразу высаживаемся в порту, только не забывайте про особенности движка и не упадите в воду. Бежим к машине, на которой сразу заруливаем в перекраску. Ну а дальше остается аккуратно докатиться до места назначения. С этого момента нам открывается доступ к третьему городу, и уже следующие миссии будут нас туда потихоньку закидывать. Дональд Лав вызовет нас к себе и скажет, что все, что мы ему недавно привезли, фальшивка и липа. А настоящий груз сейчас в аэропорту третьего города разгружают. Поэтому срываемся туда и едем к ангарам. Тут нас встретит небольшая компашка колумбийского картеля. Они все с калашами, поэтому будьте осторожны. Перестреляв всех, выясняется, что и тут облом. Мы опоздали, и пока стрелялись, товар уже успешно увезли на свою базу, стройку во втором городе. Едем туда. Лучше всего тут вот залезть на синий пикап и прямо с него закидывать всю стройку за забором гранатами. Просто их там много очень, плюс не с калашами, проще будет вот так со всеми разобраться. Оп! Изи. Залезаем в кабину лифта и поднимаемся наверх, где мы встретим суженую ряженую вместе со своим подсосом Мигелем. У него в руках как раз нужная нам посылка. Мигель осторожно даст заднюю, а Каталина, словно в фильме «13-й район», сиганет прямо вниз со стройки, удачно приземляя в строительный мусор. Ну, Каталина, ну засранка. Мигеля оставим на растерзание Асуки, а сами быстренько закинем Дональду Лаву его посылку. Тем временем мы потихоньку подобрались к десятку самых сложных миссий игры, каждая из которых способна в секунду пульнуть нас в самое начало игры. Стоит нам лишь на секунду завтыкать. Давайте по порядку. Эскорт. Для этой миссии лучше всего взять машину побыстрее и рвануть по маршруту вперед фургона, чтобы быть готовым расчищать путь от колумбийцев. Важнее всего аннигилировать ребят с винтовками на пути, чтобы они не пробили фургон. За фургоном также будут гнаться синие пикапы картеля, но по правде говоря, они для него представляют меньшую опасность, чем эти колумбийские стрелки. Поэтому можете и забить на них даже, пусть себе катаются. Расчищаем город и заезжаем в тоннель. Здесь, конечно, важно знать, куда свернуть. На первой развилке налево. Ну, заодно дожидаемся спавна колумбийца с калашом. На следующей развилке также налево, и можем выезжать из тоннеля, дожидаться следующего спавна. Один появится прямо над тоннелем, второй на перекрестке. Убиваем обоих и сразу вперед до следующего перекрестка. Тут еще 2 или 3 чела заспавнятся. Можно из снайперской винтовки их пристрелить и все. Остается дождаться, пока он сам заедет в гараж. Бывает, конечно, что фургон багается и приходится ему помогать, но у меня такого, слава богу, ни разу не было, так что изи. Следующее задание — приманка. На этом же фургоне, что мы сейчас сопровождали до третьего города, теперь нам предстоит приманить на себя внимание 6-звездочной полиции в отведенное время. Кто-нибудь подарите Дональду Лаву пейджер. Почему мне приходится туда-сюда кататься, чтобы начать задание? Ну ладно. Садимся в фургон и давим на газ. У нас нету точного ориентира, куда нам следует двигаться. Наша задача просто выжить за отведенное время с 6 звездами полиции. Поэтому сразу катим к аэропорту и, уворачиваясь от копов, заруливаем на эту лестницу. За ориентир можете взять вот эту скульптуру с конусом на голове. Прямо справа от нее спуск в метро. Осторожно спускаемся и выезжаем прямо на железнодорожные пути. Сюда полиция никак добраться не сможет, останется только лишь подождать до истечения таймера. На этом, собственно, и все. Дональд Лав свою миссию выполнил и скрылся восвояси. И теперь нам лишь осталось выполнить последнее дело для Рэя Мачовски.
Задание называется «Меченый». Короче, детектив Рэй тут нахуевертил делов, за ним теперь целая охота ЦРУ, поэтому нужно срочно сдриснуть из штата на самолете. Ехать по мосту — гиблое дело, поэтому рванем уже по знакомому нам метро. Также спускаемся, если что, въезд находится вот тут. И аккуратно по правым путям катим в третий город. На расслабоне и чили завозим его в аэропорт и возвращаемся во второй город за наградой, которую он нам в качестве благодарности оставил. РПГ, МК-огнемет, бабки и бронированный патриот. Берем обязательно. Сейчас мы поедем на нем покорять третий город. Заодно здесь в гараже можем его припарковать и, наконец, сохранить игру. Так же, как и во втором городе, начнем с миссии телефона. Первая миссия называется «Работа для УЗИ». Если коротко, по телефону нам нашептали, чтобы мы завалили 20 пурпурных девяток, при этом стараясь не убивать мужичков в красном. И делать это строго из машины, при помощи УЗИ. Все дело в наркотиках, которые пурпурные гангстеры начали продавать на улицах, поэтому представители красных валетов с нами связались, чтобы мы, так сказать, искоренили проблему. Миссия начнется только тогда, когда мы сядем в тачку, поэтому можем спокойно добежать до оставленного нами бронированного патриота и, заняв позицию, начать гангстерский драйв-бай. В принципе, бронированный патриот делает всю работу за нас. Без паники и лишних нервов расстреливаем гэнгста без нужды бегать менять тачку, если она вдруг загорится. По большому счету, больше нам патриот особо и не понадобится, но лучше такой инструмент не терять, бросьте в гараже, вдруг пригодится. Ну и как же без игрушечных машинок? Цель взорвать 3 фургона, напичканных до отвала сочным концентрированным спанком фиолетовых девяток. На это нам дадут 5 машинок. Сложность лишь в том, что без карты их найти не так уж и просто. Хорошо, что у вас есть я. Первая машинка самая изи, спускаемся тут и заворачиваем здесь, ее подрываем. Вторая тут, можно сказать, за углом. Спускаемся с горки и бам! А последнюю я обычно ловил на другом полуострове, где еще аэропорт находится. Спускаемся тут и через подземные тоннели подруливаем к аэропорту. Вот следующая миссия «Тачка с бомбой» — это уже попахивает так называемым хардкором. Тут нам придется сесть в заминированный Инфернус и рвануть до первого города по подземному туннелю с пробками, где сумасшедший поток. Там нам умелые ручонки портландских мастеров разминируют машину, и нам лишь останется вернуть ее в исходное положение без единой царапины, иначе бам! Чтобы не запутаться в тоннелях, просто запомните, никуда не сворачиваем, на всех развилках едем прямо. Так доберемся прямиком до первого города. Удивительно, что заезжая в зону семьи Леоне, где стоит гараж, они почему-то нас не атакуют и не расстреливают. Хотя должны устроить просто лютую панику и пальбу. Ну, нам же лучше в целом. Как припаркуемся, выходим из машины и все. Миссия выполнена. Остается 2 последних телефонных звонка. Мана небесная. Советую перед тем, как начинать миссию, найти быстрый суперкар под названием Чита. Она обладает самым взрывным ускорением на старте, что нам сейчас как раз и важно. В общем-то, на другом полуострове упал самолет со слитками золота. Чел на проводе просит нас по-быстрому их закинуть в машину и сгрузить в гараже. Прикол в том, что при каждом таком подобранном слитке машина будет замедляться. Поэтому я советую брать изначальный разгон сразу по направлению к гаражу и, стараясь ни в кого не врезавшись, докатиться до гаража. Ведь очевидно, дядя майор явно не будет рад тому, что государственное золото тырит какой-то немой парнишка в кожанке. Всегда с разгона и желательно в направлении склада. Повторять до победного, там где-то 25 слитков надо, по-моему. На последнюю миссию лучше возьмите такси. По моему опыту, это лучшая тачка для прохождения. Сейчас все поймете. Подбираем товарища, биту, если у вас вдруг нету, и едем на жесткую стрелку. Тут работаем по правилам улицы. Никакой стрельбы, взрывного и огнестрельного оружия. Только мы, бита и машина. Прямо на капот встаем и запинываем бедолаг.
это все, кстати. Телефон пройден, и теперь мы можем уверенно переходить к финальной части данного прохождения. Асука, пленив одного из сообщников Каталины, начинает с пристрастием выбивать из него всю инфу, что он знает о делах Каталины. Мужичок не сдержался и слил инфу о покушении на Клода, которое организовано вот буквально сейчас. 3 машины картеля мы должны заманить в ловушку в складах и там пристрелить нападавших. Тут все просто. Все 3 машины в 3-м городе. Одна группа бойцов будет прямо по пути, другая за дамбой и последняя недалеко от лакшери района. Если не справляется охрана, можно выйти немного помочь. Следующая миссия — кофе на вынос. Это как раз одна из тех миссий, которая многим игрокам в свое время не давалась от слова совсем. Карта была далеко не у всех, потому что далеко не все обладали физической копией игры вместе с картой. Меток с ларьками тоже. Приходилось кататься по всему городу и гадать, где эти ларьки находятся. Мы же с вами подготовлены и действовать будем тактично. Не спешите взрывать ларьки, пока не отметите их все на мини-карте. Прокатываемся до конца 2-го острова, отмечая первые 5 штук на карте. Затем едем на 3-й остров. Тут, двигаясь следующим маршрутом, мы откроем еще 2 ларька. С дальнего в складах можем начинать. Таймер пошел, поэтому не теряем время и быстро давим на газ в сторону аэропорта. Около уже знакомой нам скульптуры с конусом на башке стоит 3-й ларек. Кидаем в него гранатку. Теперь смело летим обратно во 2-й город. Можно аккуратно спуститься здесь и взорвать гранаткой киоск в парке. Катим дальше по улице, бам! Еще один чуть подальше. И предпоследний около спуска в метро. Тут лучше подкинуть гранатку, там у сумасшедшего дробаш. Остается последний в этом городе недалеко от амуниции, и можно ехать на 1-й остров. 1 ларек будет в нейтральной зоне в порту, а вот 2-й прямо через дорогу от особняка обозленных мафиози, поэтому подъедем сюда объездом по дворам, как мы уже ездили. Изи. Ну что, дорогие друзья, остаются 2 последние, самые потные сюжетные миссии. Шутки закончились, финал можно сказать. Не забудьте проверить бронежилет, обновить машину на новенькую, быструю и начинаем. Мигель, поддавшись давлению 2 девчонок, слил инфу про набитый спанком самолет в аэропорту для Каталины, поэтому нам его придется уничтожить. По задуманной игрой стратегии, Клоду нужно сесть в катер, подплыть к аэропорту, там всех кое-как зачистить, подготовиться и сбить с ракетницы самолет. И все это за 3,5 минуты, что, понятное дело, очень потно и опасно. Мы с вами поступим мудрее. Прыгаем в тачку и сразу едем в аэропорт на взлетную полосу в 3-м городе. Главное, не перепутайте полосу, нам нужно на эту. Почему туман такой сильный? Я вообще не вижу никого. Это нормально? Я вообще на ту дорогу приехал? Понятно, я не туда приехал, потому что... Ебать! Я и думаю, что-то не так. Что-то не сходится. Какой-то беспредел творится. Пофиг на тех. С ними потом разберемся. Сейчас важнее вот этих. Ну это разве вообще возможно? Ну я так и знал. Вот, короче, реально, ну это такой бред собачий. Ну, реально, ну как вас вообще... Почему именно в этой миссии убить туман? Почему убить туман-то на всю карту? И он закончился, как только я приехал. Зачищаем охрану с РПГ или снайперки и ждем нашу цель. Можем пока вон полюбоваться красивым Либерти-Сити. Вот и все. Остается довести полученные пакеты Асуке. Но вот незадача. Марию похитили, а Асука уже метнулась к праотцам. Идем мстить твари Каталине за все, что она тут переворотила в Либерти-Сити, ну и за Сан-Андреас я ей тоже, кстати, припомню. Финал, дорогие друзья. Крепко снаряжаемся в последний путь и катим в 3-й город. На входе нас обыщут, Каталина максимально предсказуемо в очередной раз кинет нас, и теперь нам предстоит отбиваться от людей картеля одним лишь пистолетом. Всего тут будет 5 колумбийских солдат. 3 снизу, 2 с калашами сверху. Убиваем первого и сразу драпаем к гаражу. Тут припаркован синий пикап, за которым очень удобно отстреливаться. А также рядом валяется броник про запас. Пользуйтесь, если будет совсем все плохо. Убиваем всех, обновляем броню и на машине едем за вертолетом.
Вот тут можем сократить путь и пробиться к дамбе. Не забудьте обязательно забрать из кустов снайперскую винтовку. С нее будет удобно вальнуть придурков на балконах. Последовательно зачищаем первую половину дамбы, обязательно подбирая со всех оружие. И берем в руки М-ку на этом моменте. Это очень важно, потому как здесь запустится скрипт, где на нас поедет броневик. Сразу его взрываем, ну а дальше, я думаю, комментарии излишние. Момент истины, дорогие друзья. Я это сделал. Падай! Падай, ласточка! Вот это файт! Ладно, тихо-тихо, не дури, стример. О май гад, дорогие друзья, мы это сделали. Лучше бы слился. Суть игры без баб. Андрей, ты пришел под самый финал. 21-я попытка. Блин. ZXC, спасибо огромное за поддержку. Спасибо за 400 монет. Ё-моё. Дай бог тебе здоровья. Спасибо большое, ZXC. И вообще хочу вот сейчас в титрах поблагодарить всех, кто посещал трансляции, кто поддерживал и морально, и материально. Это было легендарно. Это вот мне запомнится прям. Можно сказать, что вот это лето 25-го года у меня будет ассоциироваться именно с GTA 3 без провалов, миссий и смертей. Это было очень мощно, это было очень здорово. Было весело. Были места, где мы... Да все, хватит, все. Да хорош, все, что-то громко-то. Были места, где нам пришлось подзапотеть. Но мы справились и прошли третью GTA-шку без провалов миссий и смертей. И на этой победе мы ставим точку на челлендже без смертей и провалов. По крайней мере, в трилогии 3D вселенной. Трудно выделить самую сложную часть, потому как нюансы в каждой игре разные. Но если сухо посмотреть на цифры, в Сан-Андреасе мне, конечно, попку посильнее порвали. Спасибо большое вам за поддержку на трансляциях и на бусти. Без вас всего бы этого бы просто не было. Пойду восстанавливать нервишки после челленджа. С вас по классике. Лайк, подписка, колокол. Ну и давайте я вас даже упрашивать не буду, вы сами знаете, что надо делать. Постараюсь туда почаще выкладывать всякое добро. Так что подписывайтесь. До скорых встреч, до новых видосов.